Создать миниатюрное Солнце на Земле, казалось бы, что-то на грани фантастики. Но именно эту цель преследуют современные ученые, изучающие новые виды энергии. В этом видео вы узнаете, как Саудовская Аравия строит самый футуристичный город в мире, где находится рукотворная река в Ливии и почему самый перспективный город в Южной Корее оказался никому не нужен. Приятного просмотра. Город-зеркало. Саудовская Аравия представила один из самых грандиозных градостроительных проектов. Город, который будет называться Лайн, представляет из себя один огромный небоскреб, высота которого целых 500 метров, а ширина 200. Но самое главное, длина будет составлять целых 170 километров. Снаружи город будет оклеен большими стеклянными панелями, в которых будет отражаться окружающая природа. По задумке создателей, такой внешний фасад нужен для того, чтобы город слился с окружающей местностью. К тому же такое решение позволит спастись от солнечного света и жары, благодаря чему внутри сооружения будет комфортная температура и климат. Создатели утверждают, что в Лайн будет использоваться только возобновляемая энергия. Задумка понятна. Это сделано, чтобы отдавать предпочтение здоровью и благополучию людей, а не транспорту и инфраструктуре. Внутри будет много парков и зелени, и даже полноценные реки. Кстати, растительность будет не только на земле, но и на стенах и крышах зданий. Есть еще одна особенность, которая также нацелена на экологию. В городе не предполагается использование автомобилей. Совсем. В проекте нет автодорог, поэтому внутри мегаполиса воспользоваться ими будет нельзя. Правда, есть нюансы, которые не уточняются. Не особо ясно, как город должен жить без автомобилей. Обычные жители смогут легко обойтись без машин. Однако у разных предпринимателей и магазинов возникнут проблемы, ведь доставлять различные тяжелые товары вручную на общественном транспорте не представляется возможным. Как будет работать скорая помощь, пожарные и коммунальные службы, также остается под вопросом. Однако известно, что в мегаполисе будет скоростная железная дорога, и добраться от края до края можно будет всего за 20 минут. Лайн спроектирован таким образом, что все значимые для жителя точки расположены в 5 минутах ходьбы. Вам не придется ехать в другую часть города за продуктами или чтобы отвезти детей на учебу. В центре города планируется возвести футбольный стадион. Что самое интересное, располагаться он будет на высоте 300 метров. А проблему с едой планируют решить следующим образом. Внутри зданий будут созданы вертикальные фермы для выращивания овощей и фруктов. Кстати, в строительстве также будет использоваться одна интересная технология возведения зданий, а именно модульное строительство. Оно имеет ряд плюсов, например, скорость, простота и низкая стоимость. В России также широко распространено модульное строительство. Например, производственное объединение «Система» уже зарекомендовало себя на рынке. Компания занимается быстро возводимыми модульными зданиями. Главное их преимущество в низкой цене, скорости и качестве возводимого строения. На выбор предлагаются блок-модули самых разных типов, начиная от обычного офисного и заканчивая сложными техническими сооружениями, например, для очистки воды. Еще больше о компании ПО «Система» вы можете узнать по ссылке в описании. ИТЕР. Продолжая тему зеленой энергии, стоит отметить еще один мегапроект. Создание международного экспериментального термоядерного реактора финансируется большим количеством стран. Среди них Великобритания, Швейцария, Индия, Китай, Россия, Канада, Австралия и другие. Задачи, которые ставят ученые, заключаются в разработке технологии, благодаря которой реакцию термоядерного синтеза можно будет использовать в коммерческой деятельности. На пути к цели планируется решить много проблем, связанных с физическими и технологическими решениями. Но для чего ученые разрабатывают проект, который уже сейчас стоит целых 22 миллиарда евро? Дело в том, что внутри такого реактора можно получить так называемую маленькую звезду, а именно плазму. При помощи этой технологии страны, которые вкладывают свои деньги в развитие, смогут получить способ получать огромное количество максимально чистой энергии. Но как это работает? В реакции задействованы ядра таких веществ, как дейтерий и тритий. Ядро дейтерия состоит из протона и нейтрона, а ядро трития – из протона и 2 нейтронов. В обычных условиях ядра этих веществ отталкиваются, так как они одинаково заряжены. Но при экстремально высоких температурах они могут сталкиваться. При ударе ядер друг от друга между ними происходит сильное взаимодействие, и возникает новое ядро другого химического элемента – гелия. При этом выделяется большое количество энергии. Чтобы ядра начали сталкиваться, необходимо нагреть плазму, внимание, до 15 миллионов градусов по Цельсию. Но как это возможно? Этот процесс очень сложный, но, коротко говоря, при помощи микроволновых излучений. Проблема в том, что для того, чтобы реакция началась, нужно очень много электроэнергии.
Еще больше энергии нужно, чтобы поддерживать процесс. Поэтому все реакторы, которые были до этого, потребляли электричество больше, чем производили. Однако потенциал технологии настолько высок, что, несмотря на все затраты, ученые продолжают свою работу. Рукотворная река в Ливии. Еще один грандиозный мегапроект, который поражает своими масштабами. В Ливии проложили целую рукотворную реку. В современности она считается самым большим инженерно-строительным проектом. Правда, выглядит она не совсем так, как описано в ее названии. Великая рукотворная река представляет собой большую подземную сеть водоканалов, которая каждый день поставляет огромное количество питьевой воды в отдаленные населенные пункты и пустынные районы Ливии. Огромная система из акведуков и труб различного диаметра, которая включает в себя более 1300 колодцев глубиной более 500 метров, снабжает многие города Ливии, такие как Триполи, Бенгази, Сирт и другие. В 2008 году проект попал в Книгу рекордов Гиннесса. Еще в 1980-е годы, во времена Джамахирии Муаммара Каддафи, лидер Ливии начал грандиозный проект по созданию огромной сети для переноса водных ресурсов, который охватывал несколько стран. Управление проектом было создано в октябре 1983 года. Предполагалось создать систему для доставки воды из южной части страны, в которой находились огромные подводные озера, в северную, где питьевой воды почти не было. В 1996 году артезианская вода пришла в дома столицы Триполи. В 2007 уже появилась в городе Гарьян. Совокупная длина подземных коммуникаций поражает и составляет приблизительно 4000 километров. А материалов, которые ушли на постройку системы, хватило бы на возведение небольшого города. Из основных труб вода поступает в резервуары, которые обычно строятся вблизи города. Сама водопроводная сеть городов подключается как раз от таких резервуаров. Стоит также отметить трубы, которые использовались при строительстве рукотворной реки. По размерам они сопоставимы с тоннелями метро. Города Сонгдо. Свой грандиозный проект также представила Южная Корея. В 2002 году в паре десятков километров от столицы страны и по совместительству самого крупного города Кореи Сеула началось возведение Сонгдо. Он должен был стать городом будущего, где могли бы жить богатые столичные жители и при этом быть лишенным множества недостатков, присущих любому мегаполису. Экологичный, наполненный новейшей технологической инфраструктурой и зеленью город располагался всего в часе езды от Сеула и по задумке должен был создать контраст перенаселенной столицы, забрав на себя часть жителей, которые устали от пробок, загрязненного воздуха и громоздких построек. Правда, есть одно большое «но». Спустя длительный срок времени в городе, который был рассчитан более чем на 300 тысяч человек, практически никто не проживает. Инфраструктурой никто не пользуется, а новейшие высокотехнологичные постройки просто стоят. Местные жители, которые все же решились остаться жить в городе, говорят о том, что в Сонгдо ничего не работает. Большая часть строений пылится, а пустые полянки, на которых планировалось возводить новые небоскребы, остаются нетронутыми. Весь город похож на одну большую заброшенную стройку. В планах было полностью справиться с проблемами, присущими всем крупным городам – гигантским количеством мусора, выхлопными газами, пробками и грязными общественными местами. Количество машин планировали сократить до минимума. Крупные автомагистрали построили только для передвижения в другие города и отдаленные районы. Как предполагалось, местные жители пользовались бы общественным транспортом или передвигались на велосипедах. На постройку города потратили астрономические деньги, а именно $40 миллиардов. Для жителей предполагалось создать новую экологическую среду, в которой будет много парков и зеленых площадок, а все необходимое было бы в шаговой доступности. Очень жаль, что проект не увенчался успехом. Лусаил. В отличие от Сонгдо, город Лусаил, который расположился в Катаре, более заселенный. Первое упоминание поселения, которое носило название города, датируется 1908 годом, хотя в то время никакого города тут не было. В 2002 году правительство страны разработало и выпустило постановление, согласно которому Лусаил и его пригородные зоны стали первыми в стране районами, где иностранцам разрешалось приобретать недвижимость. Подобное решение создало настоящий взрыв инвестиций в город. Еще одним огромным толчком стало право Катара на проведение чемпионата мира. В 2013 году инвестиционная компания Qatar DR приобрела 80% земельных участков. Стоит отметить, что спустя всего 5 лет почти все заявленные в планах постройки были реализованы. Лусаил – очень технологичный город, чем схож с Сонгдо. Из-за постоянной жары здания здесь, как и дороги, нужно постоянно охлаждать. Чтобы это сделать, не причиняя вреда природе, в Лусаиле создали огромную сеть водоснабжения с холодной водой.
Предполагается, что это поможет городу сократить выбросы углекислого газа. Для возведения всех объектов в городе использовалось максимальное количество переработанных материалов. Отдельное внимание получили местные производства, что также позволило снизить выбросы углекислого газа при транспортировке. Общественный транспорт в городе только экологичный. Для него даже построен целый зарядный хаб, где одновременно могут получать чистую энергию 500 электробусов. Работает это сооружение только от солнечной энергии. Что самое главное, город не стоит на месте, а продолжает развиваться. Конечно, крупные мегапроекты экологических городов – это очень интересно. Но следующие проекты не менее важны, потому что они призваны уберечь нас от далеко не экологичных вещей. Онлако, Финляндия. В 2023 году в Финляндии планируется завершение строительства одного очень важного проекта, работа над которым началась еще в 1990-е годы. Если получится реализовать задуманное, это станет важным шагом к решению огромной проблемы по надежному и безопасному хранению высокорадиоактивных и химически опасных отходов. Проект предполагает, что на глубине в несколько сотен метров под землей в гранитном массиве будет создан специальный комплекс помещений, который может дать чуть ли не полную гарантию того, что с хранимыми опасными веществами буквально ничего не произойдет. Прямо сейчас отработавшее радиоактивное топливо сначала охлаждают в специальных бассейнах, а потом отправляют либо на переработку для получения полезных материалов, либо на хранение. Для площадок, где будет храниться топливо, часто используются специальные сухие хранилища. В таких местах, которые часто строятся при АЭС или отдельно от них, ядерные отходы могут храниться в течение нескольких десятилетий. Все время хранения радиоактивность отходов будет падать, но, к сожалению, никогда не упадет до естественных значений. И спустя этот промежуток времени топливо все равно отправят либо на переработку, либо полностью захоронят где-то в специальном могильнике, просто закопав в землю. Сказать, что такой подход не экологичен, ничего не сказать. Радиоактивные вещества еще сотни лет будут отравлять землю в местах захоронения. Поэтому специалисты нашли способ и место, где можно без опаски хранить ненужные радиоактивные вещества. Речь идет о глубоких геологических хранилищах. Это такие специальные комплексы тоннелей и помещений, которые часто создаются глубоко под землей. Такой подход позволяет не бояться, что хранимые вещества могут пострадать, например, от землетрясения и других опасных факторов. А дальше ты узнаешь еще об одном очень интересном и полезном для человечества проекте. Тоннели Hyperloop. Самый богатый человек на планете Илон Маск, который создал SpaceX и Tesla, уверен в том, что транспорт нужно менять, чтобы он стал дешевле, быстрее и экологичнее. Именно поэтому он представил миру новый вид общественного транспорта – вакуумный поезд Hyperloop. Проект берет начало еще в 2013 году, когда Илон Маск предложил свой очередной гениальный проект – транспортная система сверхскоростных поездов, которые представляют собой парящие капсулы на магнитной тяге. Такие вагоны, соединенные между собой, перемещаются в вакуумной трубе с немыслимой скоростью. По мнению Маска, такой вид транспорта практичен и, что самое главное, крайне экологичен. Миллиардер отмечает и безопасность разработки, а также небольшую стоимость относительно других альтернативных способов передвижения, таких как машины, самолеты, корабли. К тому же, благодаря использованию специальных тоннелей, которые, к слову, крайне схожи с тоннелями метро, новый вид транспорта не будет мешать другим видам передвижения. Но как устроен этот гениальный проект? Hyperloop представляет из себя отдельную капсулу, которая соединяется с другими в своеобразную цепочку и формирует поезд. Перемещаются капсулы в условиях почти полного вакуума. Давление в тоннеле равняется 1/1000 нормального атмосферного давления, благодаря чему уровень сопротивления воздуха снижается почти до нуля. Это и позволяет Hyperloop достигать огромных скоростей. Коротко говоря, процесс движения разделен на 3 этапа. В первом капсулы разгоняются, во втором капсулы начинают левитировать, за счет чего могут поддерживать огромную скорость, а в третьем замедляются. Процесс ускорения и замедления у Hyperloop достаточно сложный для понимания, поэтому заострять внимание на этом мы не станем. Космическая станция Тяньгун. Кстати, грандиозные проекты придумываются не только для использования на Земле, но и в космосе. Один из таких международных проектов – Международная космическая станция. Правда, достаточно скоро ей перестанут пользоваться, ведь в 2030 году заканчивается срок ее эксплуатации. Так как исследования в космосе нужно по-прежнему производить, многие страны задумались над созданием своей космической станции. Именно по этой причине Китай создал свою космическую станцию, которая называется Тяньгун. Благодаря разработке китайские ученые получили уникальную возможность изучать различные физические и химические явления в условиях невесомости.
а также производить абсолютно любые опыты, которые раньше не могли себе позволить из-за ограничений. Построить свою космическую станцию, да так, чтобы она полностью работала, настолько же сложно, как и с нуля в пустыне возвести целый город. На создание Тяньгуна ушли целые годы и десятки миллиардов долларов инвестиций. Но для чего все это? Станция Тяньгун имеет для Китая как стратегическое значение, так и экономическое. В условиях, когда МКС будет выведена из использования, возможность дальше производить опыты будут иметь только развитые страны, у которых есть свои проекты. Другим же придется искать, у кого не могут купить счастливый билет в космос. Сегодня вы узнали о самых грандиозных проектах, которые уже были реализованы или создаются прямо сейчас. Спасибо за просмотр.